Прямо сейчас поговорим о том, как делать бизнес на увеличении прибыли аграрных компаний. Какое направление ты не брал в растениеводстве, вот и минимум 30%. А у них экономический эффект составил 1 миллион 900 тысяч гривен за полгода. И результатом этого всего является то, что они понимают урожайность каждого поля и урожайность каждого комбайна. Мы заказали 15 колес на трактор, а из них оказалось, что 9 мы заказали левых. Целесообразно быть на Мальдивах с 1000. У меня увеличился земельный банк на 15%. Использование топлива у меня упало на 40%. Привет! Прямо сейчас поговорим о том, как делать бизнес на увеличении прибыли аграрных компаний. Об этом мы поговорим с соучредителем компании Forland Денисом Глушко. Прямо сейчас подписывайся на канал и смотри выпуск о том, как автоматизировать аграрный бизнес. Привет! Привет, Леша. Как тебе пришла идея увеличивать прибыль аграрных компаний? Слушай, на самом деле все началось еще лет 15 назад, когда я работал в одном из холдингов Украины. И увидели, какое количество ресурсов, техники, полей мы используем неэффективно. И в принципе увеличение прибыли компании, это увеличение их эффективности. В принципе, на собственном опыте пришла эта идея. А как вы вообще изначально начинали это все делать? Как пришла идея создания этой системы? На самом деле, изначально мы эту систему, опять же, делали для одного из крупнейших холдингов Украины. Когда видели их потребности изнутри, их какие-то боли, начали создавать это решение. Да? Мы сделали для них такой private label. Это еще не был Forland, это такой был private label для них, которым они решали свои проблемы, свои задачи. И когда мы видели, насколько эффективнее они становятся не только в плане денег, но и эффективнее в плане использования, самый большой ресурс агрокомпании — это земля. И когда они становятся эффективными в использовании земельного своего банка, в принципе, мы поняли, что этот продукт будет актуальным абсолютно для всех компаний, которые занимаются растениеводством. А когда вы вот тогда начинали, насколько эффективнее в цифрах это становилось, в процентах, в деньгах? В процентах, если мы возьмем по использованию ресурсов, таких как топливо, средства защиты растений, удобрения, это было от 30% в то время. Да? Мы говорим о том, что как раз в то время это такой был вакуум подобных систем. Да, поэтому у нас там была возможность разгуляться в любом направлении. То есть какое направление ты не брал в растениеводстве, ты минимум 30% эффективности давал. И потом, исходя из этого, вы стали лидером в этой сфере. Как у вас это получилось? Что вы делали это время? Ты знаешь, на самом деле лидером получилось стать благодаря объединению. Да? Есть у меня партнер Иван Кунь, собственник компании «Интерпроект», которая занимается проектированием и строительством всех сельскохозяйственных сооружений. Они проектируют, строят элеваторы, да, на определенное количество тонн единовременного хранения, но нет понимания, какая эта потребность будет через 3-5 лет. Давай поэтому мы начнем от поля. Так мы, в принципе, стали партнерами, основали компанию Forland. И так как у нас было понимание всего процесса от выращивания до хранения и переработки, это позволило нам комплексно закрывать вопросы клиентов. И да, мы так очень хорошо стартанули на самом деле. А можешь рассказать просто для наших зрителей на пальцах, как вы увеличиваете прибыль компании? Допустим, у меня есть агрокомпания. Как вы ее увеличите, мою прибыль? Так как у нас продажи нет, а есть исключительно внедрение, да, поэтому каждое внедрение мы начинаем с аудита бизнес-процессов, аудита использования техники, ресурсов, работы людей и так далее. Да. И в принципе сразу же с собственником мы видим, где у него такие самые или слабые места, или самые большие проблемы. И когда мы их решаем, например, это возьмем, не знаю, топливо, реальный пример, да, когда на площади 4000 гектар, да, внедрив систему, да, так как Forland это такая модульная система, да, мы внедрили модуль управления топливом, и
Он получил экономический эффект за счет того, что контролировал топливо, использовали его правильно, использовали технику правильно. А у них экономический эффект составил 1 миллион 900 тысяч гривен за полгода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть, как я понял, у него там ездили трактора и немного топлива то ли сливали, то ли еще куда-то. Слушай, надевалось. я не готов там говорить о воровстве, да, или еще там о каких-то махинациях. Да. На самом деле это все правильный учет и мотивация сотрудников, ну, скажем так. То есть, грубо говоря, сэкономили. Да. Я вот смотрю, у вас система состоит из модулей, и их тут много. Да, 8. А давай вкратце, вот зачем они нужны? Вот управление производством, что это? Ну, смотри, управление производством позволяет взаимодействовать различным службам агропредприятия, да, для того, чтобы, опять же, увеличивать эффективность, да, потому что они могут создать наряды на работу, проконтролировать их выполнение, сделать оперативное и долгосрочное планирование, списывать и учитывать все ТМЦ, которые они используют на полях, у себя уже в своей учетной системе, будь то 1С или любая другая. Управление земельным банком, это что такое? Ну, слушай, самая основная проблема у аграриев то, что надо правильно сделать учет всей земли, которая у тебя есть, выделить оттуда ту землю, которая не обрабатывается, и правильно вести учет договоров аренды, да, и своевременно переподписывать их с своими паевиками. Управление полевыми данными, это что такое? Агрономия? Да, агрономия, управление полевыми данными, это как раз то, что мы делаем с нашими партнерами компании FarmSedge, когда агроном имеет возможность мониторить, что у него происходит на полях с его будущим урожаем, в каком состоянии находится растение. То есть в реальном времени он видит, что у него растет? Он видит спутниковые снимки, да, в этом высоком разрешении 3 на 3 метра один раз в 2 дня и видит нетипичные изменения, которые происходят на поле. Контроль за сбором урожая, это что такое? Слушай, самый интересный модуль для многих аграриев, когда они контролируют сбор урожая каждым комбайном на каждом поле, контролируют его доставку от комбайна на элеватор. И результатом этого всего является то, что они понимают урожайность каждого поля и урожайность каждого комбайна. Мобильный агроном, это чтобы агроном ходил по полю или как? С мобильным телефоном, да, делал определенные заметки, если ему его что-то смущает или какие-то работы нужно произвести, он прямо с мобильного телефона делает наряд на работу, да, имеет возможность сфотографировать проблему. Да, по AdGPS сразу же указывается, где на каком это поле он сделал. Соответственно, наряд на работу можно сделать конкретно на этот участок поля. То есть ему не надо там звонить это никому, а просто он ставит задачи и они... Да. Круто. Модуль логистики, это экономия на бензине или что это? В том числе, да, но модуль логистики позволяет, это уже для перерабатывающих предприятий, позволяет формировать маршруты, да, с точки А в точку Б, ну и с возможностью еще дополнительных точек выгрузки или загрузки по пути следования. Самый большой экономический эффект здесь это то, что они четко формируют маршрут, да, понимают, сколько километров, маршрут оптимальный, с точками, где транспорт может останавливаться, где ему вообще нельзя останавливаться или даже заезжать туда. Да, это могут быть какие-то там болезни, да, это могут быть какие-то пути, по которым должны ездить только грузовые автомобили и так далее. Управление складом топлива. Вопрос в том, что по украинскому законодательству топливо должно приниматься и храниться в тоннах, а выдаваться и списываться в литрах. Да, и как раз то, что мы сейчас решаем, да, благодаря там, оборудованию и софту, да, который у нас есть, мы его принимаем, мы храним в килограммах, выдаем и списываем в литрах. Да, то есть это идет полный учет от приемки до списания на конкретное поле, на конкретную работу, конкретный трактор и конкретного механизатора. А топливо килограмм не равен литру, да? Конечно, нет. Forland это такая система управления и контроля. Да, там, где ты можешь запланировать определенные работы, да, запланировать определенные ресурсы, да, и потом проконтролировать выполнение этих работ. Есть модуль там, также, который у нас сделан кастомно под клиента, был изначально кастомно под него сделан. Это управление заказом запасных частей, да, для техники автомобилей. Для кого это принципиально важно, да. Ну, в принципе, мы все понимаем, что там большой холдинг, это много маленьких колхозов, да, со своими складами, со своей техникой, со своими людьми. И когда возникает вопрос
в конце года, да, что мы заказали там, 15 колес на трактор, а из них оказалось, что 9 мы заказали левых. У них постоянно возникали проблемы как с инвентаризацией, так и с тем, куда и какие запчасти списывать. На сегодняшний день все в едином окне, там, инженера на местах пишут потребность по технике, подвязывая при этом конкретную технику, да, с конкретным номерным знаком, там, и ВИН-кодом. Да, пишут, какая необходима запчасть. В центральном офисе проверяется, когда эта запчасть менялась или не менялась. Смотрят, есть ли остатки на других складах их предприятия. Если нет, дается подтверждение главным инженерам. Автоматически парсятся сайты компании, с которой с ними заключили договор по поставке запчастей, и заказ запчасти происходит автоматически, там, с уведомлениями, когда она заказана, когда она пришла и на какую технику, и когда она установлена, естественно. А как вообще работает ваша система? То есть, я, насколько понимаю, у вас есть там программное обеспечение, которое вы написали, и есть вот эти все датчики. Где вы их берете? Как это работает? Софт полностью наш, да, то, что мы написали, да, и то, что пишем и дописываем. С оборудованием на сегодняшний день проблем вообще нет. Да, как я уже ранее говорил. У нас есть несколько партнеров, с которыми мы сотрудничаем, и у нас есть свой инженерный отдел, который по потребности для клиента, там, особых потребностей, они дорабатывают это железо, да, они так называют, дорабатывают это железо и устанавливают уже на технику, механизмы, там, заправки и так далее. А дорабатывают в плане, если у меня есть уже какое-то железо, допустим, от другой компании, я могу перейти к вам для того, чтобы, ну, и вы можете его просто использовать уже их, и не нужно ничего покупать. Да, зачастую такие есть. Они перепрограммируют эти девайсы, да, в зависимости, и они говорят о том, что смотри, клиенту, смотри, вот эти девайсы, они точно дадут там идеальную точность, да, а там эти девайсы, возможно, нет, но доустановив какое-то оборудование или какую-то комплектацию намного дешевле, чем просто бы ты поменял все оборудование на технике для того, чтобы работать с формулой, да, ты получишь точные данные. Давай поговорим чуть о маркетинге. Кто ваш клиент? То есть кто к вам обращается? Хороший вопрос. Очень долго мы с ним работали на самом деле. И в принципе на сегодняшний день мы уже точно понимаем, что это собственник, да, это управляющий или же в одном лице собственник управляющий. Это начальник службы безопасности и это главный экономист. А какие у них предприятия? Это поля от скольки до скольки гектар или это мелкие? В принципе, экономически целесообразно использовать любые IT-системы, начиная от 2000 гектар. Да, то есть, когда ты не можешь сам лично проехать на машине все поля, все их просмотреть и каждый день понимать, что происходит. И, в принципе, начиная от 2000 гектар и заканчивая холдингами, это и есть наши клиенты. А если у меня 1000, но я хочу быть на Мальдивах и смотреть, как у меня там сеется? Да, без проблем, слушай. То есть, тоже целесообразно? Не целесообразно быть на Мальдивах с 1000. А вообще по поводу ваших клиентов, насколько я знаю, у вас есть ряд конкурентов. Почему выбирают вас, чем вы лучше, ну то есть как вы отстраиваетесь от конкурентов? Смотри, на сегодняшний день, откровенно говоря, наши самые большие конкуренты это те, у которых очень сильно развита страна агрономии. Да? И тут, в принципе, ответ на твой вопрос, почему выбирают нас, да, потому что у нас система управления, учета и контроля. Да, то есть у нас не агрономическая система, поэтому мы там, как ранее говорили, там, сейчас в партнерских отношениях там, с компанией FarmSedge, которая как раз и закрывает агрономическую часть. Вопрос в том, что мы даем полный комплекс. А полный комплекс это, то есть вот агрономическую часть вам дают, управление это финансы, это земли, что это управление? Начиная от земли, как мы говорили, да, самый важный ресурс это земля, начиная от контроля управления договорными отношениями по паям, да, и заканчивая уже выполненными работами на этих полях, списанием ТМЦ на этих полях и начислением заработной платы за выполненные работы. А управление сотрудниками тоже как-то оно работает? Ну, начисление заработной платы это и есть. А можешь рассказать на реальном примере, как вот пришел к вам фермер и что у него изменилось, как это было? Расскажу на примере клиента нашего, которого мы решили сделать изначально без каких-либо KPI, без каких-либо показателей, просто показать ему фактически, как у него идет работа.
да, как у него все происходит, как у него используется техника, как работают люди, как используется земельный банк. Мы оцифровали его земельный банк, оцифровали паи, внесли это все в систему, доустановили оборудование на технику, потому что часть техники уже была с оборудованием. Да, к твоему вопросу ранее, да, наши ребята перепрошили все эти датчики, перетарировали там, баки под топливо и так далее, да, автоматизировали АЗС, да, и мы просто собирали реальные данные, что у него происходит в предприятии. Собрали мы эти данные, собрались в конце ноября, посмотреть, что же у него происходит, да, просто реально. Говорит, слушайте, так а мы вроде бы там ничего и не планировали, но у меня увеличился земельный банк на 15%. Докупили техники по сравнению с предыдущим годом, да, докупили там 2 единицы техники, но использование топлива у меня упало на 40%, да, там 35%, да, если быть точным, на 35%, да, это в деньгах вот такая вот сумма. Смотрите, у меня вовремя все происходило, у меня там техника никуда не ездила к соседу. Мы говорим, так смотри, а есть еще такая техника, которая у тебя не очень эффективно использовалась, да, потому что она между полями ездила больше, чем она работала. Он говорит, окей, а давай тогда мы попробуем поработать с планированием и с контролем за этим планированием, да, контролировать наш план и контролировать вообще работу техники и работу людей. Второй год мы уже работали с планированием, с нарядами на работу, с контролями за нарядом на работу. В итоге они продали эти 2 трактора, да, которые они купили. Почему? Потому что техники оказалось полностью достаточно для того, чтобы обрабатывать такой земельный банк. У них перестало, как называют, уходить земля, да, потому что они качественно вели учет паев, да, они знали, с каким паевиком стоит уже работать, когда заканчиваются договора аренды и так далее. Все то, что дальше он делает сейчас, да, там, осмотр полей дронами, это закупки тех же запчастей. На Forland ему позволяет быть такой, как шиной, куда все эти данные заходят, да, потому что нам на самом деле, да, работать там или с дронами, или с каким-то дополнительным программным обеспечением, которое необходимо ему, да, он просто использует программное обеспечение для закупок. Это все для нас инструменты, которые позволяют наоборот накапливать эти данные и выдавать уже клиенту в необходимом виде, да. У него есть дашборды, да, которые он смотрит, что у него сейчас происходит, да, сколько техники у него работает и сколько было запланировано, сколько техники находится в ремонтах, какая у него структура посевов, да, в процентах, в гектарах и в планируемом количестве урожая. Что у него происходит с топливом, сколько у него на остатке, сколько у него запланировано на работы и сколько он должен дозаказать для того, чтобы там, выполнить все работы качественно. Что ему дало на сегодняшний день, да, если там, вот взять за там, такую реперную точку сегодня, это точно лучшие количественно-качественные показатели урожая, нежели которые были. Почему? Да, потому что все там, удобрения, средства защиты растений вносятся в свое время, вносятся в полном количестве. Урожай у него убирается правильно и вес приезжает. Люди, когда начали получать деньги конкретно за работы, которые они выполнили, да, они начали эти работы более качественно выполнять. У них сейчас распределено, каждый там, механизатор, каждый агроном отвечает за определенный участок, и они пытаются там все сделать как намного лучше, потому что от результата они получают там, годовые бонусы. Если бы ты был аграрием, как бы ты выбирал вот эту систему для себя? То есть, допустим, у вас конкуренты, есть вы. На какие ключевые позиции ты бы смотрел, чтобы не ошибиться? Ну смотри, я бы точно начал сейчас с того, что и начинают наши клиенты. Это с аудита бизнес-процессов, которые происходят у меня в компании. Да, когда это делают ребята сторонние, которые не зашорены тем, что происходит у тебя, они точно тебе раскладывают картинку, когда ты видишь свои там болевые точки, которые, ну, там, или не готов был себе сказать, да, или просто не обращал на них внимания. Ну и, конечно же, первым, что бы я делал, это внедрял ту систему, которая закроет эти самые болевые точки. Да. Что бы делал дальше? Дальше бы я, наверное, хотел, чтобы вся база знаний находилась у меня. Да. То есть это возможно только благодаря тому, когда у тебя все данные находятся у тебя в системе, в твоей системе. А у вас есть аудит или это у вас такой этап работы с клиентом? То есть изначально он обращается, вы делаете аудит, потом... Смотри, мы, может, даже и не говорим изначально, что мы будем проводить аудит, да, ну, там, многих пугает, но на самом деле это помогает определить, в
какую сторону нам нужно двигаться с клиентом, который уже наш партнер, если мы делаем внедрение именно сейчас. Очень часто так происходит, что когда ты спрашиваешь: слушай, а откуда у тебя тракторист знает, на каком тракторе, с каким прицепным оборудованием, на какое поле ехать и что там делать? Не, ну у нас же планерка там, ну, с утра, да, ну там он и узнает. А от кого? Ну, там есть агроном, да, есть главный инженер. Наверное, как-то агроном знает, какие у него работы должны быть выполнены. Да, главный инженер под это должен подготовить технику. И это на самом деле все аудит. Да, потому что запланировать потом это все в системе, да, наряд на выполнение работ, да, который должен получить там механизатор, если за нужный трактор с нужным прицепным оборудованием и поехать на нужное поле что-то сделать. Мы же не говорим, что это аудит, не аудит, да, мы просто хотим понять, как работает ваше предприятие для того, чтобы максимально эффективно произвести внедрение системы. По поводу цен, как вы их формируете? Вы довольно сильно улучшаете прибыль компании. А получается, возможно, есть смысл брать от прибыли или так не хотят работать? У нас было несколько таких, даже не попыток, у нас даже уже было несколько подписанных таких предварительных соглашений, но на первых этапах внедрения нам говорили: ой, ребята, у вас же там есть цена за гектар и за технику, давайте лучше так. Да, на самом деле все зависит. Смотри, у нас нету ни одного одинакового внедрения в компании, с которыми мы работаем. Да? У нас на сегодняшний день 60 клиентов, у которых произведено внедрение, да, и там около 15 клиентов, которые используют только определенные модули. То есть там, внедрение системы Forland полное у них не было. Так как и одинакового внедрения нет, и одинакового ценообразования также, да, потому что очень часто, да, не очень часто, всегда под каждого клиента мы кастомизируем нашу программу, да, делаем какие-то необходимые там, модули, подмодули для того, чтобы они использовали максимально эффективно для себя. Но стандартно, слушай, это цена за гектар в зависимости от площади, и это цена за единицу техники. Смотри, если мы возьмем полный комплекс со снимками NDVI, там, со всеми инструментами, которые мы используем, там, выгрузку данных в 1С или наоборот забор данных с 1С для того, чтобы сформировать определенный отчет, это стоит около $3 за 1 гектар в год. По поводу маркетинга, как много денег вы тратите на само продвижение или как это у вас работает? Смотри, мы в принципе стараемся деньги тратить на создание продукта, да, а не на продвижение. Почему? Потому что работает это следующим образом. Количество клиентов, которые у нас сейчас есть, 90% по рекомендации других клиентов пришли. Если говорить там про маркетинг как таковой, кроме рекламных буклетов, даже не рекламных, а ознакомительных по системе Forland, и участие в выставке, в принципе, больше ничего не тратим. Давайте по поводу цифр. Какой приблизительно оборот у вашей компании, какая рентабельность, как вы зарабатываете деньги? Хороший вопрос. Оборот, ну давай так, оборот у нас в принципе считается от клиентов. Да? Если мы говорим, что у нас сейчас около 60 клиентов, давай их мы разобьем по гектару на приблизительно 5000 гектар у клиента, да, то есть плюс-минус. Да, ну это можете посчитать, если у нас там полный комплекс стоит $3 в год, ну вот где-то такой оборот у нас есть. Рентабельность. О рентабельности в IT-продукте, особенно если ты сам занимаешься их разработкой, очень тяжело говорить. Почему? Потому что есть еще дополнительные какие-то проекты, дополнительные модули, которые мы разрабатываем и так далее. Ну, то есть мы стараемся идти там, на год вперед, опережая потребности наших клиентов. Да? То есть мы пишем сейчас то, что будут использовать только в следующем году. А вообще, если бы я хотел вот создать такую компанию, такую систему, много ли мне понадобилось бы инвестиций приблизительно? Ну давай так, инвестиции и времени. Когда мы начинали с моим партнером, с Иваном Кунем, этот проект, мы когда были у одного гуру, который занимается IT-проектами, и он нам сказал: ребят, если у вас нет 1,5 миллиона и года, ну даже нечего смотреть в это направление вообще. Да, на сегодняшний день Forland уже 4 года, и ну, можете посчитать по бюджету тоже сами. Сейчас везде транслируется, там, бизнес-тренера, конференции, везде транслируется, что круче всего бизнес на удаленке, то есть поставил систему и не присутствуешь. Помогает ли ваша система это делать? Собственнику или управляющему, да, система помогает мониторить, что у него происходит, да, в каком состоянии находится вообще его предприятие и что на данный момент, да, он в онлайне может посмотреть, что происходит.
Но как раз я в многих компаниях внедрял всякие системы, то есть там с клиентами, автоматизация, ERP, и всегда идет дичайшее сопротивление сотрудников. Как с этим бороться, либо, может, вы как-то помогаете, как это работает? На самом деле, да, такой это самый острый вопрос внедрения Форланда, да, почему? Потому что при внедрении системы автоматизации надо пересматривать мотивацию сотрудников. Да. То есть если раньше они мотивировали себя по одному, то когда этого по одному уже не существует, да, поэтому надо мотивировать их по-другому. Но успешно справляются наши клиенты, на самом деле, я же говорю. Мы совместно с ними придумываем решение этих вопросов, решение этих проблем, да, когда сотрудники получают премии или зарплату за выполненную работу и за качественно выполненную работу. Да. Вот, прежде я говорил про клиента. Я вам больше того скажу. Те участки, за которые они отвечают, они вообще больше туда никого не пускают. Да. Своих же там коллег, механизаторов или агрономов нет. У него есть свой кусочек, там, где он знает, что он делал, как он делал. И он знает, что в конце года он там, получит качественный урожай в определенном количестве, и от этого количества и качества получит бонус, работает лучше всего. Это вот просто идеальный мотивационный инструмент. То есть, насколько я понимаю, идеальное решение вопроса того, что сотрудники, скажем так, неофициального бонуса лишатся, дать им официальный бонус, который мотивирует их делать. Совершенно верно. Что бы ты ни делал в своем бизнесе из того, что уже сделал, если бы начинал заново? Я бы точно не разрабатывал все хотелки, которые были у наших клиентов. Да, изначально мы же как раньше, слушай, клиент это хочет, мы там команде разработчиков, программистов, ребята, это надо срочно сделать инженерам, вы должны такой датчик придумать для того, чтобы решить этот вопрос. А для чего? Да для того, чтобы получить отчет, да, определенный какой-то. Потом этот отчет имеет форму простыни, да, который просто складывается и кладется в сейф. Да, а мы там на это потратили очень много времени и, соответственно, денег. Поэтому, да, мы, наверное, собирали, если бы начинали сначала сейчас, мы бы собирали потребности всех клиентов и уже ранжировали их по тому, да, там, вот большинство клиентов там, за такой отчет или за такой модуль. А насколько я понимаю, каждому клиенту иногда нужно что-то индивидуализировать. Занимаетесь ли вы таким? Все аграрии сеют, обрабатывают и собирают урожай. Но все это делают как-то, по-разному. Абсолютно. Да, и поэтому, как я уже и говорил, каждое внедрение у нас индивидуальное. Под каждого клиента мы делаем какие-то индивидуальные там, фичи в продукте. То есть, в принципе, просто, насколько я знаю, на рынке много продуктов, подобных вашему, но они все стандартизированы, и доработка у них там за счет того, что это не Украина, стоит космических денег. У вас с этим проще? У нас значительно проще. Не знаю, как у них, правда, в доработках, там, в космических или там, не в Украине. Но у нас с этим проще, да. Мы находимся здесь, у нас ребята наши постоянно находятся у клиентов, да, и на сегодняшний день, да, когда мы уже собираем потребности от клиентов, мы знаем, что делать для всего пула клиентов, да, и видим, какие необходимые там, доработки или подмодули необходимы для того, чтобы клиент еще был более эффективен. Да, и мы их делаем обязательно. И по традиции, в конце каждого выпуска наш герой дарит вам подарок. Что это будет? За самый интересный комментарий мы дарим вам аудит вашего агропредприятия и внедрение одного из модулей, которые вы выберете. Ну что ж, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии, чтобы выиграть этот замечательный приз. До новых встреч! Пока!